Привет, Арми. Никто не был готов к этому моменту. Ни персонал, тихо стоявший за камерами, ни участники группы, сидевшие всего в нескольких шагах от него. Даже фанаты, которые позже будут пересматривать этот ролик снова и снова, пытаясь понять, что они видят. Потому что, когда Чингук наконец произнес эти слова, реакция зала была совсем иной, чем обычно. Не было ни вздоха, ни шепота, никакого резкого движения. Только тишина. Такая тишина, которая в момент своего наступления кажется тяжелой. Такая, которая давит на грудь и заставляет осознать, что только что произошло нечто необратимое. А рядом с ним Тэхён, человек, которого мир всегда знал как сильного, собранного, почти несокрушимого, внезапно разрыдался. Не драматично, не громко. Но это было гораздо более тревожно. Атмосфера в тот вечер с самого начала ощущалась по-другому. Тяжелая, хрупкая. Словно один неверный вздох мог разрушить все, что держало комнату вместе. Свет был приглушен не настолько, чтобы скрыть кого-либо, но достаточно, чтобы смягчить напряжение. Камеры продолжали снимать, красные огни мигали без остановки, фиксируя все происходящее. Сотрудники стояли как вкопанные, делая вид, что не замечают нарастающего напряжения между ними. Они давно научились не вмешиваться. Чингук тихо сидел в кресле, слегка сгорбившись, пальцы были так крепко сжаты, что костяшки побледнели. Его взгляд был прикован к полу, неподвижно, словно он снова и снова прокручивал в голове одну и ту же фразу, репетировал ее, перестраивал, гадал, действительно ли это тот самый момент. Рядом с ним Тэхён сохранял свое обычное спокойное выражение лица. То самое, которое фанаты видели годами. Но любой, кто действительно его знал, мог заметить, что что-то не так. Его улыбка не доходила до глаз. Это была та улыбка, которую люди используют, когда пытаются что-то скрыть. Никто не ожидал, что Чингук заговорит первым. Он был известен многими качествами, талантом, дисциплиной, тихой целеустремленностью, но не такими моментами, как этот. Не тем, что говорил открыто. Не перед камерами. Не тогда, когда дело касалось эмоций. Поэтому, когда он наконец поднял голову, это застало всех врасплох. Его голос, когда он наконец заговорил, был ровным. Почти слишком ровным. «Я никогда раньше не говорил этого вслух», — начал Чингук. Он мельком взглянул на Тэхёна, всего на долю секунды, прежде чем снова отвести взгляд. Как будто слишком долгий взгляд мог его сломить. Потому что я боялся того, что это может изменить. В комнате воцарилась полная тишина. Ни один звук не нарушал воздух, даже тихое гудение оборудования казалось недостаточно громким, чтобы существовать. Тэхён повернулся к нему, на его лице мелькнуло замешательство, за которым быстро последовала тревога. Это не входило в план. Это не было прописано в сценарии. Обычно такие моменты происходили не так. Чингук так не говорил. Не на публике. Не наедине. Никогда кто-то наблюдал. Он тяжело сглотнул. «Бывали моменты», — продолжил он, теперь голос его стал медленнее, осторожнее, когда мне казалось, что я больше не смогу продолжать. Его руки слегка дрожали, ровно настолько, чтобы это было заметно. Когда давление становилось таким сильным, мне казалось, что я исчезаю. На мгновение показалось, что время растянулось. Словно все в комнате затаили дыхание, не осознавая этого. Но каждый раз, тихо сказал Чингук, был один человек, который это заметил. Один человек, который и остался. Выражение лица Тэхёна застыло. Это уже не было замешательством. Это было узнавание. Чингук наконец полностью повернулся к нему. И я так и не поблагодарил тебя за это. На долю секунды Тэхён замер. Его глаза расширились, губы приоткрылись, словно он хотел что-то сказать, что угодно, но ни звука не вышло. Слова словно обрушились на него разом, не мягко, не постепенно, а как волна, ударившая прямо в грудь.
Чингук не закончил. «Ты Нэс в себе больше, чем когда-либо показывал», — сказал он, теперь уже тише. «И я видел, как ты делала это для всех нас, даже когда тебе было больно». И тут это случилось. Тэхён опустил взгляд, плечи напряглись, челюсть сжалась, словно он физически пытался сдержать эмоции. Он моргнул один раз. Потом еще раз. Но это было бесполезно. Слезы текли одна за другой, бесшумно падая ему на колени. Камеры не двигались. Никто не осмеливался поправить объектив или изменить ракурс. Это не было чем-то, что стоило бы поместить в рамку. Это происходило само собой. Тэхён покачал головой, из его глаз вырвался прерывистый смех, прежде чем он успел его остановить. «Ты не должен был этого говорить», – прошептал он дрожащим голосом. Чингук наклонился ближе, его глаза теперь блестели. Но это была правда. Тэхён закрыл лицо руками, тяжело дыша. Годы невысказанной поддержки. Молчаливая борьба. Общая боль, которой никогда не давали имени, наконец-то выплеснулась наружу. Это были не просто эмоции. Это было освобождение. И в тот момент все, кто наблюдал, поняли нечто неоспоримое. Это был не просто разговор. Это было признание, которое готовилось годами. И как только эти слова были произнесены, ничто между ними уже никогда не изменится. Все будет как прежде. Никто не произнес ни слова. Никто из персонала. Никто из находящихся рядом участников. Даже камеры не осмеливались прервать. Тишина, последовавшая за слезами Тэхёна, казалась громче всего, что только что сказал Чингук. Тэхён медленно вытер лицо, выдавив из себя слабую улыбку, которая явно была неуместна. Его глаза были красными, стеклянными, рассеянными, словно он больше не видел комнату, а лишь воспоминания, уходящие корнями в прошлое. «Знаешь», — тихо сказал он дрожащим голосом, — «я всегда думал, что если останусь достаточно сильным, никто не заметит». Грудь Чингука сжалась. «Но ты заметил», — продолжил Тэхён, наконец встретившись с ним взглядом. «Ты заметил, когда я думал, что я невидим». Слова тяжело осели между ними. Чингук выдохнул, медленно кивнув, словно наконец-то получив возможность дышать. «Потому что ты никогда не исчезаешь для меня», — сказал он. «Даже когда ты стараешься». Тэхён тихонько рассмеялся, но тут же остановился, снова охваченный эмоциями. Он отвел взгляд, тяжело моргая. «Это несправедливо», — пробормотал он. «Ты не можешь говорить такие вещи и ожидать, что со мной все будет в порядке». «Я не хотел довести тебя до слез», — мягко ответил Чингук. «Знаю», — сказал Тэхён. «Поэтому мне больно». В комнате снова возникло ощущение хрупкости, словно что-то драгоценное трогали без перчаток. Годами фанаты наблюдали за их связью через экраны. Короткие взгляды. Тонкие жесты. Моменты, слишком тихие, чтобы сами по себе что-то значить. Но теперь, без хореографии и отработанных улыбок, это стало мучительно ясно. Были целые разговоры, которые они никогда не вели вслух. До сих пор. Бывали дни, медленно признался Тэхён, когда мне хотелось, чтобы кто-нибудь спросил, все ли со мной в порядке. Но я не хотел быть причиной того, что все так тяжело. Чингук не колебался. «Ты никогда не был для меня обузой». Тэхён сглотнул. «Теперь я это знаю». Это осознание затянулось. За кадром кто-то нервно заерзал. Это не должно было быть показано так. Это было слишком откровенно. Но никто не остановился. Чингук протянул руку, немного помедлив, прежде чем положить ее на колено Тэхёна. Простой жест. Тихий. Успокаивающий. Тэхён не отстранился. Вместо этого он тяжело вздохнул. «Мы пережили то, чего люди никогда не поймут», — тихо сказал Чингук. «И мы все еще здесь». «Вместе», — ответил Тэхён. Это единственное слово изменило все.
Потому что дело было уже не в том, что произошло. Дело было в том, что будет дальше. И за пределами этих стен ARMY вскоре заметит нечто другое. Нечто едва уловимое. Нечто, что невозможно игнорировать. Перемены. Слезы были только началом. Всего 6 минут. Через 6 минут после окончания записи в сети появился короткий ролик, едва 30 секунд. Без контекста. Без объяснений. Просто дрожащий голос Чингука и Тэхён, вытирающий слезы, которые он не собирался показывать. ARMY сразу это заметили. Почему Тэхён так плачет? Чингук никогда так не говорит. Что он сказал? Это ощущается по-другому. В течение часа ролик был повсюду. Некоторые назвали это нервным срывом. Другие назвали это признанием. Многие просто почувствовали себя неловко, потому что это не ощущалось как содержательный ролик. Это ощущалось как нечто настоящее. Внутри здания Тэхён сидел один, положив телефон экраном вниз на стол. Ему не нужно было проверять, чтобы понять. Чингук тихо постучал. Они уже разговаривают. «Я этого ожидал», — сказал Тэхён. Но его голос был неровным. «Ты сожалеешь об этом?» — спросил Чингук. «Нет», — ответил Тэхён после долгой паузы. «Я сожалею, что не сказал об этом раньше». И к утру все изменилось. Внутренние разговоры HYBE затихли. Встречи приходили и уходили. Заявления публиковались, осторожно, в сжатом виде, контролируемо. Но правда уже вырвалась наружу. А когда правда услышана? Она никогда по-настоящему не исчезает.